Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чувство той, о ком думаешь. Я думаю, многие из вас думают о какой-то конкретной женщине, да? Кто-то сейчас думает о настоящей женщине, с которой отношения. Кто-то думает о прошлой женщине, да? Давайте-ка посмотрим, что это за женщина. И какие у нее чувства, и вообще есть ли у нее к вам чувства. Итак, настраиваемся на расклад. Для энергообмена, как всегда, ставим лайк, подписываемся на канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Что ж такое одиночество-то? Настолько вот холодные энергии у вас преобладают, да? Вот настолько вы заняты сейчас, ну, чисто работой, да, вот личной жизни как таковой нет. Настолько вот, ну, хочется сказать, ну, знаете, вот, ну, грусть, печаль, тоска, ничего не хочу, ничего не буду, ну как-то, ну, так вот, ну, хреновезно вам на душе. Вы знаете, вот вы можете такой человек, что можете рубить с плеча, бывают у вас такие ситуации, да, может быть вспыльчивый характер проигрываться, но вы себя чувствуете сейчас очень и очень одиноким почему-то, да. Даже вот если у вас есть отношения на данный момент с женщиной, то это может проигрываться одиночество вдвоем. Это ужасное состояние, когда рядом есть вроде бы и пара, да, и в то же время вы чувствуете себя одиноким, потому что нет ни заботы, ни внимания, ни тепла. Про любовь я вообще молчу, да. Каких-то элементарных, да, вот знаков внимания, то есть заботы, да, нет ничего. То есть у вас такое сейчас состояние, да, вот, ну, напиться и забыться просто. Просто другое дело, что вы не будете этого делать, да, и это не нужно, в принципе. Так. Что это у нас здесь за женщина появилась? Вот знаете, женщина, с которой каждый из вас загадал женщину, да? С этой женщиной у вас было много ссоров, скандалов, может быть. Вот вы, знаете, кто-то из вас, если развелся, допустим, разошелся с женщиной, вот вы жили как на вулкане. А те, кто сейчас, может быть, еще в отношениях не разошлись, вот у вас настолько какие-то отношения, знаете, доверия нет, много агрессии в отношениях, много выяснения отношений. Хотя, вы знаете, вот вы такое ощущение, что вы по жизни вот миритесь чаще сами. Ну вот даже вот если поссорились, да, это касается и тех, у кого в прошлом были отношения, да, кто до сих пор еще думает о бывшей, и тех, у кого сейчас отношения еще, да, могут быть незаконченные отношения. Вы можете думать о разводе, да, появляются мысли расстаться, но вот как-то все равно вас что-то не отпускает. Я буду, да, и на тех стараться вам объяснять, у кого есть отношения, у кого нету. Так. Женщина может проигрываться довольно властная, скандальная, да, вот она любит так в кулаке держать и дом, и быт, и вас в том числе. Ну, либо же это была такая женщина у вас, да, я думаю, вы понимаете. Так, что еще с ней было, что это за женщина? Вот знаете, довольно часто вы ссорились. Причем ссорились так, что ну просто итальянская семья была, да, у кого-то, может быть, до битья посуды могло доходить. Хотя кого-то из вас, знаете, от расставания могли сдерживать еще дети. Вы мирились, знаете, вот такое ощущение, что вы с этой женщиной мирились вот ну, помимо того, что да, вы ее любили, да, хотя о вас вытирали ноги, вы все равно ее любили. Хотя эта любовь постепенно очень уменьшалась, да. Вы еще могли жить ради детей, потому что вы очень сильно любите своих детей. Либо сейчас, вот если кто-то живет, да, вы можете не решаться разойтись с женщиной, хотя мысли такие есть, просто вот ради детей, да. Плюс вот эта вот привычка, привязанность, это тоже очень большая сила.
Так, давайте-ка посмотрим, что эта женщина чувствует к вам, да? Есть ли у нее вообще какие-то чувства? А чувства я и не вижу. Чувств вообще, знаете, от чувств не осталось и следа. Осталась агрессия, злость, какие-то недосказанности, недовыясненные отношения. Это касается и прошлых женщин ваших, и те, кто сейчас живут в браке, да, вот если у вас еще есть отношения. Настолько вот много агрессии у вас уже, знаете, не семья, а какой-то вот, ну, я не знаю, это как ринг какой-то, боксерский ринг. Столько вот агрессии, да, вот заходит женщина в дом, и такое ощущение, что зашел скандал просто. Вот какая-то энергетика скандальная идет. А вам хочется любви. Вам настолько хочется вот, чтобы вас любили, да. Это сейчас я рассказываю и для тех, кто один уже, да, кто разошелся. И для тех, кто сейчас живет с женщиной, но вам настолько хочется, чтобы вас любили, чтобы вас ценили, да, вам хочется, вы уже, кстати, даже если вы сейчас живете с женщиной, вам хочется, знаете, вот такую, которая оценит вас по достоинству, потому что, ну, все равно вы стараетесь. Вот об вас вытирают ноги, а вы все равно вы стараетесь, либо же старались раньше, да, если это уже в прошедшем такая ситуация была. Вам настолько хочется вот этих вот элементарных каких-то, ну, я не знаю, доброе утро, спокойной ночи, да, когда уходишь на работу, тебя чмокнули, пожелали удачного дня, да, когда тебе поставили горячий ужин. То есть вот таких вот моментов вам хочется заботы, да, либо же тогда хотелось. Ну, то есть вы настолько мечтаете о любви, а эта женщина нет. Знаете, вот и сейчас здесь любовный треугольник проигрывается. Здесь стопроцентный любовный треугольник. Посмотрите, дважды у нас выпал любовный треугольник. То есть либо он был, если вы разошлись, да, либо же сейчас вот в ваших отношениях проигрывается третья особа. Потому у вас и скандалы, знаете, когда появляется, ну 100%, ну все говорит о том, что есть любовный треугольник. Либо же был, да, если вы уже разошлись. То есть, если вы до сих пор думаете о той женщине, да, с которой вы расстались, вот мы делаем расклад, да, если вы думаете еще о бывшей, может быть, вы думаете, она вас любит, да, там помириться, то, судя по раскладу, я не вижу. Этот человек нацелен на постоянные любовные треугольники. Эта женщина, она не может, вот по своей природе, она не может быть просто с одним мужчиной. Она не может быть верна, да, потому что, знаете, вот, к сожалению, по статистике, очень многие пары расходятся именно из-за измен. И знаете, вот измена это такая довольно болезненная тема, да. Вот есть три основные базовые потребности. Потребность в заботе, она должна обязательно удовлетворяться в паре, да, вот в отношениях. Потребность защищенности, то есть у мужчины это потребность нужности, у женщины защищенность и потребность в хорошем регулярном сексе. Если вот эти три базовые потребности не удовлетворяются, это стопроцентная измена. Если же не удовлетворяется какая-то одна, да, вот либо забота, либо нужность, либо не очень хороший и редкий секс, это тоже большая вероятность, что человек пойдет налево. То есть, понимаете как, многие пары рушатся именно из-за того, что кто-то чего-то друг другу не додает. Мы, знаете, вот мы живем с партнерами, это я сейчас обобщенно говорю, да, люди живут с партнерами и довольно часто расслабляются просто, да, и начинают не додавать чего-то. Поначалу, вот как обычно, да, вот семьи, пары сходятся, да, жизнь кипит, бурлит, любовь, морковь, да, готов сорваться на край земли. Потом человек привыкает, да, ну, ко всему привыкаешь, даже к самому хорошему, но человек привыкает.
И так случается, что и мужчины, и женщины начинают расслабляться. Отсюда уменьшение заботы, отсюда вот эти женщины в бигудях, в рваных халатах дома, да, мужчины там в трениках с этими, с коленками растянутыми, да. Ну, это так, я утрирую, конечно. Ну, то есть люди расслабляются. Уже как бы вот все, птичка в клетке завоеванная, да, уже как бы ее не нужно завоевывать. И мы начинаем друг другу вот чего-то не додавать. И мужчины, и женщины думают, да, никуда не денется, да, пусть себе там где-то рядом сидит, да, и радуется, что ей оказывает внимание, да. Ну, то есть из-за вот этих вот вроде бы мелочей, да, кто-то что-то не додал, кто-то что-то не досказал. Вот это вот недосказанность, да, кому-то что-то не понравилось. Вот я всегда говорю, да, вот может быть новые подписчики, да, и гости канала не слышали, поскольку я как бы психолог еще по профессии, то я рассказывала, что всегда вот есть золотое правило психологии. Всегда нужно разговаривать в любой ситуации, что бы ни случилось. Нужно садиться и разговаривать, потому что криками, скандалами никакая проблема не решится. Вы садитесь, разговариваете спокойно, да, каждый высказывает, что кому нравится, что не нравится, как бы он хотел, что бы он не хотел. И люди как-то находят, ну, вот точки соприкосновения, да, вот какие-то компромиссы находят, конечно, если они хотят быть вдвоем. Если же партнер вас не хочет слушать, ну о какой нужности и о какой любви идет речь, да, значит человек не хочет ради вас меняться, человек не слышит. В отношениях довольно важно уметь слушать и слышать, да. Вот, поэтому вот в этой ситуации тоже, да, вот она на что-то обиделась, что-то там ей не додали, и она пошла по наклонной, да, она, вот ваша женщина, хоть теперешняя, хоть это бывших, у кого, может быть, касается. Вот она не захотела с вами разговаривать. Она могла сесть и поговорить с вами. И я уверена, что некоторые из вас предлагали ей, давай поговорим, давай наладим, да, потому что вы ее любили, вы хотели наладить с ней отношения все равно, еще до измены, да, потому что, ну, как правило, измена не бывает на пустом месте, вот по щелчку, все хорошо, пойду-ка я пересплю с кем-то, да, но не бывает такого. Это какая-то недосказанность обязательно, это что-то где-то накопилось, вот эти недовольства. Недовольство в постели, недовольство там, заботы она не получила, внимания она не получила, еще каких-то хотелок нету, да. То есть отсюда все идет. И ваша вот эта женщина, она, понимаете, она сейчас даже речи нет ни о какие чувства. Если кто-то, может быть, хочет помириться, ну, я не думаю, что она будет с вами мириться. Чувств у нее нет. У нее на уме только секс, постель, другие мужчины. И, как правило, она участвует в треугольниках любовных. Она не успевает с одним расстаться, у нее появляется второй, более прибыльный, более денежный, да, вот может быть в постели там лучше и так далее. То есть за такими женщинами можно не жалеть. С такими женщинами, ну, невозможно построить реальные стабильные отношения, кто хочет семью, понимаете? Потому у вас все вышло, как вышло. Поэтому ни о каких чувствах этой женщины я вообще не могу говорить. Здесь чувства, знаете, вот плотских утех, чувства каких-то вот интимного удовлетворения. Вот эти вот постоянные какие-то влюбленности, постоянно посмотрите, у нее любовники по дьяволу, ну все карты говорят о том, что человек гулящий, понимаете, вот от природы. Бывают гулящие люди от природы, вот которым все мало, да, вот им нужно разных партнеров, да, хотя, ну, возьми, сделай разнообразие со своим любимым мужчиной, да, как бы фантазию включи, да, и по всей Камасутре развлекайся. Ну, то есть как-то вот такие вот моменты. Поэтому, дорогие мужчины, кто холит, лелеет мысль, что помириться, там, может, она меня любит, там, еще, там, она страдает. Нет, она не страдает. Она страдает в постели с другими мужчинами. Вот говорю жестко, да, никого не хочу обидеть, ну, как есть уже, извините, да. Поэтому, ну, я бы не советовала вам думать и мириться с такой женщиной. Ну, все-таки вы себя не на помойке нашли, правда ведь? Вот такой был расклад.
довольно эмоциональный, да. Ну ничего, я думаю, какой-то урок вы для себя все-таки вынесли из сегодняшнего расклада. Кому понравился расклад, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока!